Всем привет, ребята! В этом ролике хочу поделиться таким полезным советом, а именно что делать, если покрышка спускает по диску. То есть начала спускать по диску, либо при замене покрышки спускает по диску. Значит, меняю покрышки на своем автомобиле. Диски у меня не первой свежести, там, естественно, с той стороны есть небольшие раковины, где-то ржавчина, по возможности я ее убираю наждачной бумагой. По идее, надо диск зашкурить, обработать преобразователем ржавчины, загрунтовать и покрасить. То есть это в идеале. Как обычно это происходит, то есть быстро. Резину меняешь либо на шиномонтажной станции, либо, как я, меняю дома у себя на самодельном шиномонтажном станке. И поэтому подкрашивать, что-то делать, во-первых, нет времени, во-вторых, это, я считаю, нецелесообразно. Собственно, при накачивании колеса, то есть проверяю я эмульсию у меня, вода с мыльным раствором. То есть при накачивании колеса сюда прыскаю. И здесь выходят пузыри, если покрышка травит по диску. Бывает такая ситуация, что сразу, забортировали колесо, накачали, попрыскали здесь мыльным раствором, и покрышка в принципе не спускает, все нормально. Даже на шиномонтажах это происходит, ведь человек устанавливает колесо на автомобиль, какое-то время ездит, все нормально, и в определенном положении, то есть когда останавливается автомобиль, колесо начинает спускать, что собственно происходит и у меня. До этого я оставил тоже предыдущее колесо, спускал здесь в районе ниппеля, а это колесо спускает где-то в этом месте. Это может происходить не сразу, в течение нескольких дней, грубо говоря, ездите спокойно себе, ни о чем не подозревая, потом остановились у магазина, там колесо встало в определенном положении, диск немножко отжался, покрышка отжалась от диска, и в этом месте оно спустило. Выходите с магазина, колесо пустое. Для таких случаев, использую я такой обычный автомобильный герметик. Он не уксусный, что-то наподобие казанского, ВГО-1. И этим герметиком, тонким слоем намазываю эту часть. При забортировке колеса я использую шиномонтажную пасту, это понятно, она такую маслянистую структуру имеет. И потом эту шиномонтажную пасту тряпкой вытираю по кругу, насухо вытираю и намазываю этим герметиком. И потом, собственно, накачиваю колесо. Все, колесо не спускается. Сразу скажу для критиков по поводу отжатия в дальнейшем, при дальнейшей бортировке колеса, отжатия покрышки от диска. Отжимается она достаточно легко, в принципе разницы я никакой не заметил. Использую именно такой герметик, он что-то наподобие казанского. Если же использовать уксусный герметик, то, во-первых, будет корродировать сам диск, потому что уксус это кислота. И во-вторых, пробовал я намного сложнее отжать покрышку от диска, именно используя уксусный герметик. С этим же герметиком, все нормально. Таким образом наношу герметик, просто пальцем по периметру тонким слоем. Сюда он никуда не вылезает, и делать надо достаточно быстро, в течение 2-3 минут на нем образуется такая пленочка уже, потом он плохо прижимается. Накачиваю колесо. Сейчас посмотрите, при каком давлении отщелнится покрышка. Уже одна атмосфера, покрышка еще не отщелкнулась. Нижняя часть. 1,2 атмосферы, верхняя часть отщелкнулась. И теперь мыльным раствором проверяю, чтобы нигде ничего не травило. Оно в принципе не травит уже 100%, но это чисто для себя, для успокоения, так сказать. Для того, чтобы проверить на шинке, либо когда сами перебортируете покрышку, травит ли у вас по диску, такой есть вариант, как я делал. Обычной деревяшкой, это в данном случае у меня щетка-сметка. Отжимаете немного покрышку по периметру, и смотрите, он обязательно будет в каком-то месте, пропускать, если идет пропуск воздуха по диску. Одну сторону и вторую. Таким способом проверяю я. Если травит, то использую уже герметик. Так что такое, ребят, получилось видео. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.